Всем привет! Сегодня я покажу вам город, который очень популярен у турецких туристов, а вот россияне сюда приезжают редко. А зря, ведь именно в этом городе можно проникнуться атмосферой настоящей Турции. А еще этот город хорош тем, что сюда не нужно ехать специально. Его можно посмотреть по пути с курортов Анталии в Каппадокию. Этот город – Конья. И сегодня я покажу вам, что можно посмотреть в Конье за один день. Конью часто называют первой столицей Турции, ведь именно она была столицей государства сельджуков, того, что предшествовало Османской империи. Здесь появились первые дервиши – монахи, чей танец впоследствии стал культурным достоянием Турции. Именно в Конье жил великий поэт и суфийский мистик Джалаладдин Руми, чье имя до сих пор почитают во всех странах исламского мира и далеко за его пределами. Конья – это город с особой атмосферой, где были написаны первые страницы великой истории Турции. Конечно, сейчас это современный развитый город, однако это совсем не такая Турция, которую вы видите в Анталии. Здесь даже одеваются по-другому. Гулять по Конье в шортах и майке будет некрасиво по отношению к местным жителям. Лучше выбрать более сдержанную одежду. В Конье не очень много достопримечательностей, но погулять по этому историческому городу интересно. Мне кажется, что особенно будет интересно тем, кто смотрел сериал «Воскресший Эртугрул». Это мой самый любимый турецкий сериал, и если вы его тоже смотрели, то подмигните мне в комментариях. Я буду знать, что у меня много единомышленников. А если не смотрели, то обязательно посмотрите, действительно интересный сериал. Как и многие туристы, я решила остановиться в Конье на одни сутки, потому что достопримечательности здесь расположены компактно, и их легко осмотреть за один день. Чтобы это было еще удобнее, я решила выбрать отель в самом центре города, совсем рядом с мавзолеем Руми. Отель называется Руми, как и многое в Конье. Это недорогой отель, ночь здесь стоила примерно $80 на двоих с завтраками. Я выбирала этот отель по хорошим отзывам, по рейтингу и по расположению. Правда, на фотографиях он казался мне более современным. Когда я сюда приехала, то увидела, что он достаточно старенький. Номера здесь немножечко пошарпанные, и уже отелю не помешал бы ремонт. А вот завтраки здесь оказались хорошими, как и обещали в отзывах. Здесь есть несколько горячих блюд, холодные закуски, сладости, большой выбор фруктов и замечательный вид из окна на главные достопримечательности Коньи. В описании под видео я оставлю вам ссылочку, по которой я бронировала этот отель. Рекомендовать его не буду, потому что он все-таки старенький, и, может быть, понравится не всем, но переночевать и вкусно позавтракать, пожалуй, подойдет. Что посмотреть в Конье за один день? Начните прогулку с посещения мечети султана Аладдина Кейкубада. Это одна из старейших мечетей Коньи, построенная в XII веке. Здесь же располагается усыпальница сельджукских султанов. Во времена расцвета Коньи на холме, который сегодня носит имя султана Аладдина, был роскошный султанский дворец, а также оборонительная крепость. К сожалению, от них почти ничего не осталось, даже руины толком не сохранились. Сегодня на месте цитадели разбит красивый зеленый парк, в котором приятно провести время после посещения мечети. Конья вообще оказалась ухоженным зеленым городом. Я нашла несколько симпатичных парков с фонтанами, прогулочными дорожками, красивыми зелеными газонами и цветами. В одном из парков даже живут лебеди. В описании под видео оставлю вам его название, как и всех остальных достопримечательностей. Большая часть интересных объектов в Конье – это мечети. Вот, например, мечеть Иплекчи. Если верить источникам, здесь проповедовал сам Джалаладдин Руми. Самая необычная мечеть Коньи – Азизия. Ее архитектура нетипична для Турции.
Где еще вы увидите мечеть, построенную в стиле барокко, который характерен для Европы, а не для восточных стран? А интерьер в стиле рококо только усиливает удивление и восторг. Интересен и старый город Коньи. Здесь можно полюбоваться архитектурой сельджуков и погулять по узким улочкам. Загляните в сувенирные лавки. Даже сувениры в Конье кажутся необычными. Обратите внимание на посуду с узорами сельджуков. Самая большая мечеть в Конье – Селимие. Она построена по приказу Селима II, сына Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан. Будучи еще шахзаде, Селим II управлял Коньей. В каждом регионе Турции есть особые блюда. В Конье можно попробовать еду времен сельджуков, а также суфийскую и османскую кухню. Для этого я пришла в ресторан «Суфи» – историческое место с панорамным видом на музей Мевляны. Если вы окажетесь в Конье, непременно попробуйте блюда, приготовленные в традиционной каменной печи. Самое главное место в Конье – музей Мевляны или мавзолей Руми. Ради него сюда съезжаются туристы со всей Турции, а также паломники из исламских стран. Красивый голубой купол рядом с мечетью построен не просто так. Прямо под ним находится гробница с мощами Мевляны. Зайдя внутрь, вы можете ее увидеть. Мевляна или Джалаладдин Руми был известным поэтом, философом и суфийским мистиком, основателем ордена дервишей. Его почитали при жизни, а его стихи до сих пор считаются образцом исламской поэзии. Музей Мевляны примечателен и тем, что в нем хранится шкатулка с фрагментами бороды пророка Мухаммеда. Конечно, это еще одна важнейшая святыня для мусульман со всего мира. Также здесь хранятся личные вещи Мевляны. Посетить комплекс Джалаладдина Руми можно бесплатно. Здесь вы узнаете не только о самом поэте, но и о жизни его последователей – дервишей. Члены суфийского ордена жили аскетично. В музее воссозданы кельи этих монахов. И, конечно, в Конье нужно обязательно увидеть танец кружащихся дервишей. Суфисты известны специфическим ритуалом, во время которого мужчины часами вращаются в медленном танце. Считается, что так они впадают в транс и достигают духовного единства с Богом. Конечно, сейчас это всего лишь представление для туристов. Танец дервишей – это уже не ритуал, а культурное наследие Турции. Раз в неделю во дворе музея Мевляны такое представление проводится бесплатно, но его можно увидеть и в других местах. Билеты обычно продают при отелях. Увидеть танец дервишей именно в Конье очень ценно. Ставьте лайк, если вам понравился этот необычный город в Турции. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков.